Мужчины, здравствуйте! Всех приветствую у себя в гостях. Меня зовут Алла. Кто у меня впервые в гостях, подписывайтесь на мой канал. Ставим лайки видео. Активничаем. Вам это абсолютно не сложно, а мне это приятно от вас. И сегодня давайте назовем тему общего расклада. Какая женщина к вам тянется? Тянется душой, тянется сердцем, мыслями. То есть кому вы очень нужны, кто в вас влюблен, кто по вам скучает. Посмотрим, сегодня больше покажет расклад. Это новые отношения или это может быть уже те, которые были. Может быть, сейчас какой-то у вас тяжелый период в отношениях. В общем, будем смотреть. Итак, начинаем мы с сигнификатора. То есть для кого сегодня этот расклад будет подходить и с кем будет резонировать. Напоминаю, что это общий расклад, то есть он может не со всеми резонировать. Вы можете у меня заказать личное гадание, мои контакты на экране. Пишите мне в WhatsApp или в Telegram. Так, а мы смотрим, какая женщина сегодня или женщины выйдут в раскладе. Кто тянется душой и сердцем? Так, Верховная Жрица. Так, мальчики, не вышла королева. На дне колоды вот у меня принцесса мечей вышла. Значит, смотрите, здесь явно какая-то скрытая история. Значит, давайте так. Сегодня расклад подойдет только для тех, у кого скрытая история. Что это значит? Это значит, что либо вы вдвоем заняты, ну, например, там у вас любовный четырехугольник, то есть вы в отношениях и женщина в отношениях. Либо у вас любовный треугольник, то есть кто-то один занят, кто-то один свободен. Либо расклад еще подойдет для тех мужчин, у кого женщина просто не может решиться. Вот она не может определиться, то ли, например, с вами быть, то ли не быть. То есть будем разбирать сейчас вот варианты, что и почему. И может еще быть такой вариант, что есть вы, есть еще какой-то Коля, Петя, Вася, Сережа, Дима, Олег, и она может еще не совсем понимать, что она к вам чувствует. Ну, типа, может быть, Коля лучше или вот он лучше. То есть вот эти все варианты, вот они сегодня будут отыгрываться в общем раскладе. Так, с кого начнем? С кого мы начнем? Давайте мы начнем с Верховной Жрицы. Значит, Верховная Жрица — это у нас все, что касается любовных треугольников, все, что касается занятых людей. Значит, что здесь карты говорят? Если в вашей жизни есть сейчас ситуация, когда все-таки рыцарь Пентаклей — это продлительный период, четверка мечей, тройка Пентаклей. Смотрите, как интересно, четверка жезлов, то есть вы даже могли подживать с этой женщиной или могли жить с ней какое-то время. Например, у кого-то это может отыграться, что это ваша жена. Знаете, вот бывает такой парадокс, когда вы, например, женаты, потом вы разводитесь, и потом ваша жена становится вашей любовницей. Бывает и так. Поэтому сегодня вот могут быть вот такие вот здесь фигуры, когда вы расстались со своей женой, жена, например, там нашла себе другого мужчину, она с ним живет, при этом параллельно вы начали мириться, и вы сейчас бывший муж, ее нынешний любовник. Вот этот вариант здесь тоже есть. Дальше, здесь есть вариант того, что женщина замужем, и женщина здесь испытывает к вам достаточно давно чувство, которое она очень сильно скрывает. Причем карты говорят о том, что вы эту женщину очень хорошо знаете именно по рабочей атмосфере. То есть это может быть ваша клиентка, это может быть ваша коллега, вы можете быть ее клиенткой, то есть вы можете к ней ходить по рабочим вопросам. Это может быть какой-то посредник на вашей работе. Это может быть женщина, которая имеет не непосредственно отношение к вашей работе, а как-то так на периферии.
Может быть, она работает в кафе, там, где вы ходите на обед во время обеденного перерыва. Ну, как вариант. Может быть, когда вы ездите с работы домой, например, на маршрутке, эта женщина там работает кондуктором. Или вы с этой женщиной в одно и то же время очень часто встречаетесь в общественном транспорте. Именно это связано с работой, потому что после работы в это время вот вы ее часто встречаете в одном и том же месте. Ну, то есть поняли, да? Варианты какие могут быть. Так, давайте теперь посмотрим, что у вас не заладилось. Вот она вышла, королева чаш. Ух ты! Так, и сразу пошли варианты. Так, что не заладилось? Десятка жезлов. Смотрите, а не заладилось что? Не заладилось то, что у нее не закрыта дверь в те отношения, в которых она находилась на тот момент, когда вы познакомились. Здесь у многих может отыграться, что, например, вы познакомились, женщина вам сказала о том, что либо там отношения заканчиваются, либо они там на пороге развода, либо там все уже тянется к разрыву, к расставанию, и вы повелись на эту историю, вы вошли в эти отношения, но там что-то изменилось. У кого-то отыграется, что мужчина вернулся, то есть ее муж или кто он там был ей, или просто мужчина. У кого-то здесь отыграется, что она сама его вернула, хотя вам говорила о том, что нет, не хочу, хочу только с тобой. И вот здесь ваша история оборвалась. Аркан повешенный, десятка жезлов, семерка мечей говорят о том, что ваши отношения или разорвались вообще на тот момент, или прекратились на тот момент. Потому что для вас, ну, это был нож в спину, потому что вы не ожидали. То есть вы заходили в эти отношения, веря в то, что она с этим мужчиной расстается. Там действительно все шло к тому, что они расстанутся, но не случилось. То есть либо он вернулся, либо она сама его вернула. Так, что у нее к вам на сейчас? А вот если бы она сама еще знала, посмотрите, что творится. Женщина вас все-таки здесь обманывает. Здесь, знаете, про что? Здесь про то, что вот я и тебя люблю, и его люблю. И с тобой хочу быть, и с ним хочу быть. И тебя не могу потерять, и его не хочу терять. Здесь женщина запуталась в своих чувствах. Она не хочет нести ответственность за выбор. Поэтому, мальчики, кто себя узнал, здесь сложная ситуация. Почему? Потому что ей удобно. Ей нормально. Это когда ты сидишь задницей на двух стульях, и ты не понимаешь, знаете, как, ну, бывает так, когда ты входишь в положение какого-то подростка, а не взрослого человека. То есть ты не можешь принять решение. Ты не можешь, ты не способен, ты не хочешь принимать решения. Тебе хочется удобно сидеть задницей на двух стульях. И пока тут один из стульев сам не отодвинется, то есть эта мадам, как бы, она не выберет стул. Соответственно, тут, смотря кто в какой роли смотрит, вы смотрите в позиции мужа, или вы смотрите в позиции любовника, мало ли, может, вас тут устраивает этот любовный треугольник, тогда это вообще другое дело. Но суть в том, что здесь женщина испытывает чувства и к тому мужчине, и к тому мужчине. Что ты испытываешь к мужу? А что ты испытываешь к любовнику? Посмотрите, какая прелесть. И там чувства, и там чувства. Здесь более знакомо. Муж здесь более понятен, муж здесь более компромиссный, муж здесь более душевный, с мужем здесь более спокойней, более размеренней, более предсказуемый. То есть он ей тоже близок душевно. С любовником здесь мужчина очень ценный для нее, то есть она от него точно не готова отказаться. Здесь мужчина для нее очень вкусный, очень классный, очень ценный, но здесь женщина не видит каких-то постоянных отношений. Если она вам говорила о том, что я уйду от мужа, она вам врала.
у большинства так отыграется, потому что с вами она не видит какой-то основы, с вами она не видит почвы под ногами. У кого-то это отыграется, что муж успешный, а вы нет. Поэтому финансово она как бы с вами себя не будет чувствовать защищенной. У кого-то отыграется, что ее муж, он зрелый внутренне эмоциональный человек, и она его воспринимает как взрослого, самодостаточного мужчину, но который иногда бывает в роли родителя, и поэтому он ей так поднадоедает, и она ходит на сторону в поисках эмоционального мужчины. Но если сравнивать, например, вот с кем она себя чувствует более увереннее, более стабильнее, то, конечно же, не с любовником. Любовник здесь как такой, знаете, перекати поле. На любовника здесь нельзя рассчитывать. Любовник здесь в ее понимании, что да, между нами есть чувства, ты для меня очень важный, дорогой. Мальчики, смотрите, туз пентаклей, нифига себе. Это ого-го. То есть это не про то, что она просто вами пользуется, нет. Тут чувство однозначно есть, но здесь есть недоверие к вам с точки зрения, что на вас можно положиться. Здесь женщина почему-то считает вас несерьезным. Здесь почему-то женщина не верит в то, что с вами можно построить полноценное семейное долгосрочное отношение. А почему ты так в него не веришь? А у вас, видимо, характеры похожи, смотрите. Вы здесь можете быть, видимо, муж здесь более компромиссный, он более уживчивый. Видимо, они там какое-то продолжительное время живут вместе, и муж ее хорошо знает. То есть он знает, где и как обойти острые углы. А с любовником здесь получается, что вы оба страстные, вы оба упрямые, вы не хотите идти на компромисс. Вы готовы воевать друг с другом, вы готовы тыкать носом друг друга в собственные ошибки. Никто не хочет признавать своих ошибок. Вы мне здесь больше напоминаете двух подростков, которым очень прикольно вместе, которые очень классно проводят время вместе, но они соперничают друг с другом, у кого яйца круче, у кого яйца больше, понимаете? Вот такое ощущение, что с мужем здесь вот какая-то более такая гармоничная история. Муж – это человек, которого она уважает. Муж – это человек, которому она верит. Ну, а что ж ты туда нашла себе любовника? Здесь кризис какой-то был, да. Здесь был кризис с этим человеком, поэтому она пошла на сторону. Поэтому она влюбилась. Потому что здесь либо вот этот муж слишком ушел в карьеру, в бизнес, может быть, там рухнул бизнес, например, он полностью туда переключился. А женщина эта в этот момент переключилась на любовника, потому что, ну, как бы про нее забыли, то есть уже было не до нее. Муж полностью как вот переключился на работу, на карьеру, на какие-то достижения, может быть, там, не знаю, защищал диссертацию, может быть, там строил бизнес, может быть, открывал магазин, может быть, лишился безденежья, он там думал только про то, как там устроиться на 3 работы, чтобы вытаскивать семью и детей. Ну, то есть, как бы у всех тут будет разная история. И суть в том, что все-таки, если выбирать, то, конечно же, она здесь любит мужа. Да, любовник тоже важен, но муж важнее. Если отвечать на вопрос, с кем она останется, то останется она с мужем. Далее. Если вы смотрите и ваш вариант, то, что это новое отношение, и у этой девушки или женщины есть бывший, который к ней периодически возвращается, то тут, мальчики, тоже есть большая опасность, потому что она может с вами походить на свидание, она может с вами повстречаться и вернуться к своему бывшему мужчине. У кого-то, повторюсь, это будет бывший муж, у кого-то это может быть любовник, у кого-то это может быть просто мужчина, с которым она была до вас в отношениях. Потом они расстались, потому что там был какой-то кризис, какие-то недопонимания, какие-то терки, отношения как-то так затихли, там было жирное троеточие. Потом вы познакомились, но, вы знаете, как бы я бы сказала, все-таки отвечая на вопрос расклада, к кому она тянется душой и сердцем, я бы сказала, что она тянется душой к мужу.
А к любовнику она больше тянется телом и сердцем. Муж все-таки здесь важнее, чем любовник. Любовник здесь больше восполняет какие-то эмоциональные ее потребности, но душевные потребности здесь закрывает муж. Все-таки мужа она здесь больше любит, чем любовника. Поэтому тут она очень долго могла сомневаться, очень долго могла раскачиваться, очень долго ее могло носить туда-сюда. Не знаю, кто в какой позиции смотрит, в позиции любовника, либо в позиции мужа. Любовник здесь все-таки временная фигура, и здесь очень мало вероятности, что вот если вы в позиции любовника, что она все-таки выберет вас. Все-таки здесь она больше выберет мужа и вернется к нему, если она от него ушла. Вот такой сегодня достаточно сложный получился любовный треугольник расклад. Кто себя узнал, пишите в комментариях, ставьте лайки. Кто у меня впервые в гостях, подписывайтесь на мой канал. Напоминаю, что вы можете у меня заказать личное гадание. Контакты мои на экране. Задавайте вопросы по поводу личного расклада мне в СМС пишите, в WhatsApp или в Telegram. Просьба не звонить, я отвечаю только всем в переписке. На этом всем хорошего вечера и всем пока.